Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Stellar Blade появится на ПК уже совсем скоро. Свежий трейлер возвещает, что явление Евы состоится 11 июня. Есть только одна загвоздка. Вроде как ролик был опубликован компанией Sony, но та же Sony его почему-то потом и удалила. Непонятно. Но, как бы там ни было, ПК-версию ждем. Это, кстати, будет не просто порт, но порт со своими фишками. Например, поддержкой NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3, фреймрейтом без границ, настройками для ультрашироких мониторов, повышенным разрешением текстур окружения, а также 2,5 десятками костюмчиков и новым боссом. Создатели Blade Assault прошлым летом выкатили в ранний доступ экшен-платформер с роуглайт элементами Dragon is Dead. Так вот, теперь мы знаем, когда состоится релиз полноценный. Версия 1.0 вдобавок к уже выпущенному контенту предложит последний недостающий регион и финальный босс-файт, новых противников из круга Черного Рассвета, легендарное и мифическое снаряжение, закалку оружия, нового играбельного героя и кошмарный уровень сложности для хардкорщиков. Dragon is Dead выйдет в полноценный релиз в Steam 6 июня без русской локализации. Warhammer 40 000 Space Marine 2 получила официальный полноценный редактор для создания пользовательских модификаций. Инструментарий Integration Studio является копией редактора, который авторы использовали во время разработки самой игры. Эта штука делает редактирование всего, что связано с SSL, в 10 раз быстрее, безопаснее и интуитивно понятнее, по заверениям студии. До сих пор возможности моддеров были сильно ограничены, теперь же у них появилась возможность свободно редактить весь существующий контент и полноценно добавлять собственные задумки. Моддер под ником Warhammer Workshop, занимавшийся проектом Astartes Overhaul, уже принялся за работу над добавлением 2 новых фракций — Тау и Некронов. Посмотрим, что выйдет. Томас Майлер, один из основателей и текущий глава Moon Studios, не слабо так заставил понервничать фанатов No Rest for the Wicked. На фоне ревью-бомбинга Майлер опубликовал пост, в котором упомянул, что студия так-то может закрыться из-за негативных рецензий. Поэтому давайте-ка быстренько накатайте нам побольше хороших отзывов. Это он, конечно же, высказал в ключе гипотетическом. Но расскажите это средством массовой информации. В новостях его слова превратили в пророчество о закрытии Moon Studios, поэтому Майлер поспешил написать еще один пост, в котором наговорил много всего странного. Но главное из его слов — это то, что студия вне опасности. И то, что просьба о положительных отзывах — это у него такая реакция была на бредовые обзоры, с которыми он таким образом попытался бороться. Еще одной причиной для изначального послания стало желание высказаться по поводу насущных проблем индустрии. В частности, влияние негативных отзывов под инди-тайтлами вроде No Rest for the Wicked. Знаете, бывает, человек ткнет палец вниз, а в отзыве просто точку пропишет. Вот тебе и негативный обзор, а ведь Steam засчитает. Ну и еще Майлер похвалился, что реакция на недавние хотфиксы крайне положительная. Так что все ок. No Rest for the Wicked все еще находится в раннем доступе Steam. Летом фри-то-плейный лутер-шутер The First Descendant ожидает большое обновление, частью которого станет кроссовер с Nier Automata. Но, правда, рассчитывать на что-то большее, нежели пара скинчиков, to be, разумеется, без юбки, не стоит. Мол, авторы сосредоточены сейчас на полировке более важных игровых элементов. А что будет в обновлении еще? В сюжет вернется персонаж Карл, объявится новый потомок по имени Нелл, ранее бывшая NPC, сражения развернутся на новой карте, завезут свежий рейд на 8 персон, дадут покататься на ховербайке, почилить в зоне отдыха, а также помахать мечами. The First Descendant доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Ryuga Gotoku Studio провела презентацию Virtua Fighter Direct 2025 Spring, посвященную, собственно, возрожденной серии Virtua Fighter. Громких анонсов на ней не последовало, но показали тизер бойца Вольфа Хоукфилда и заявили о разработке новых версий Virtua Fighter 5 Revo для PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Очередной порт предложит улучшенный сетевой код, повышенную производительность, дополнительный контент и полную поддержку кроссплея. Еще б дату выхода назвали, но нет.
Virtua Fighter 5 Revo на данный момент доступна только в Steam и имеет достаточно неплохие отзывы. А в Steam тем временем снова фестиваль. Посвящен он коллекционированию существ и продлится до 19 мая 20:00 по МСК. Если ждали скидочек на какой-нибудь Cult of the Lamb или же Pal World, время настало. И у меня на этом все. Обязательно залетайте на сайт stopgame.ru и смотрите видеообзор приключений Капитана Блада от Ивана Лоева. Всем отличного настроения и хорошего дня!